I'm Patrick Lancaster, and we have arrived in the Kharkov district of Ukraine. And right behind me, you can see that we're overlooking the city of Izum. And this city, as well as a large percent of the territory of the Kharkov district in this area, is controlled by Russia. This is Russian-controlled territory of the Kharkov district of Ukraine. And we can see that there has been many incoming attacks on the city of Izum here. Now, this is coming from the territory that's controlled by Ukraine just over the ridge here. This is a very strategic high point, and we can see there's been many incomings, and this is the war. There's many smoking areas on the border as well in Ukraine-controlled territory. This is an active war zone here in the Kharkov region of Ukraine. This is just one of the many locations that we're showing you here, and we're bringing you exactly what the situation is. We're going to be talking to the locals here in Izum and showing you what they feel and about the changes that have happened here, and just how the war has affected this city, because the city is very much destroyed. Almost all the buildings have taken damage. Now, this city has been under control of Russian forces since the first half of March. So this escalation of this war from after March, February 24th, was going for just a couple of weeks until Russia took control of this city. And now since then, there has been attacks on this city from Ukraine-controlled territory. Now, we're going to talk to the locals, see what they have to say about the situation. Now, let's look at the different shells and fires that we can see burning in the distance. Как обстановка, Изюм? То затишье, то опять стреляют. Ну, уже кассет намного меньше стало. О! Это ПВО работает. Это... Сбили, вон видно пятно. Ага, это они русские были, Да, русские украинские. сбили украинскую или ракета, или кассета, неизвестно что. Uh-huh. And so that was a anti-air knocking a Ukrainian rocket or something like that out of the sky. Uh-huh. И это частный, как это? It's often? Сейчас на данный момент это тишина. Это тишина, да? Это тишина. О. И мы видим дым там, все Ну, дым. дым это последствия того, что ракета взлетела. Ага, понял. И как жизнь город? Люди рады России здесь, или беды, или как? Ну, у каждого разные понятия. Радоваться-то нечему. Война идет, чему радоваться. Может сказать, сколько процент людей за Россию, сколько процент за Украину? Может, до этой войны и 50 после? на 50, наверное. Да? Где-то так. Ага. И что вы думал будет дальше из-за Харьков регион? Будет, Не знаю. может, Харьков республика? Нам же никто ничего не говорит, где мы будем, как мы будем. Никто не знает. Но возвращаться в состав Украины уже желания нет. После того, как нас кассетами засыпают. И говорят, что они кассетами не стреляют. Я могу вас прокатить, просто показать, куда кассеты прилетали, что это такое. Ага. Били просто в частный сектор. Там, Украинский. Да, Украина, ну не Россия. Россия же сама по себе бить не будет, по своим солдатам. Они пытались бить по постам, попадали в частные сектора. Ага. Сколько домов разрушили, сколько сгоревших домов. So это мы видели на глаза, Изюм, это it's totally destroyed almost. Может сказать, кто сделал это общий? Ну, когда Россия заходила, сначала же была борьба с местной теробороной. Да, были удары там по центру города, но
как они говорят, они были уверены, точнее их заверили в том, что город эвакуирован. Ага. Но город был полный людей. А, После того, в принципе, все остальные повреждения это все Украина. Ага. Ага. Сколько процент это как, можно сказать? Я думаю, ну, 30 на 70. 30. 30 Россия нанесла повреждения, когда заходили сюда. Остальное это Украина натворила. Ага. Вот это все, это все Украина. Ага. Там вот большой частный сектор. Вот там все повреждения это последствия Украины. Мы видим очень много мест, как может 10 мест сейчас, Да. где дым. Это все прилог сейчас, да? А. Скажите, а по поводу эвакуации, была попытка эвакуировать людей? Или как-то информировали, может, людей о том, что нужно покинуть город? Но что самое интересное, это было все в соцсетях в начале марта, когда интернет еще связь была, интернет работал. Но только люди все сидели в бункерах, никто не знал, что идет эвакуация. И то, что говорят, что было там 60 с чем-то автобусов, да, по-моему, их тут штук 5 было всего. Я лично ездил в Краматорске, вывозил людей с Изюма на эвакуационный автобус, этот поезд. Навстречу ехало очень много машин такси с Краматорска. Вот такси Краматорска, такси свое, молодцы. Навстречу мне проехало где-то ну, минимум штук 50 машин такси. Они вывозили людей, а то, что наши, вот, говорят, наш мэр кричал, что тут автобусы, 60 автобусов было, да не было их. Штук 5 от силы было, и все. Вот и вся эвакуация. Сейчас, да, там Мацокин вроде бы организовал коридор через печенеги. Очень много людей покинуло и Изюм, и Купянск, и ну, районы. Очень много людей выехало. Вот это и все. Больше никакой эвакуации. Все, спасибо большое. Здравствуйте. Можно сказать, где мы находимся сейчас? Мы находимся в городе Изюме. Да? Да. И как обстановка здесь? Так, сейчас стало немножко легче. Да? Лучше, да. Стало тише, спокойнее. Мы сейчас наблюдаем прилеты снарядов. Можете прокомментировать, что это по-вашему? Ну что, это обстрелы войск ВСУ. Недавно работала система ПЗРК. Я так понимаю, это буки работали, сбивали. Против... Так. Ага, Да, взлеты ракет, ПВО. ага. Понял. Вот. И сейчас можем видеть. Да, Вон прилеты снаряда, вон прилеты. И там дальше, вот видите, где мы видим дым, это прилог, так, да? это так. От украинский. да. Ага. И как вы чувствуете тут контролировать Россию? Ну как? Скажем так, очень печально, когда наши же войска украинские обстреливают своих граждан. А россияне нас защищают от этого. Да? Да. Европа США сказала, это Россия стреляет на гражданских. Ну вы сами видите. Вот, пожалуйста, частный сектор и сюда же прилеты. Вы думаете, это Россия стреляет? Нет. Мы видим много частных секторов из Конечно. очень сильно. Конечно, Это можете за- проехать по городу и посмотреть, как нас обстреливают. Сколько разрушений, сколько всего. Сколько это... Когда Россия контролировать здесь? Когда Россия контролировать здесь? Россия сюда зашла ну, где-то в середине марта месяца. Ага, ага. И сколько... вот. How much damage was done to the city before they came, and how much was done after? Сколько повреждений города было до того, как россияне пришли, и после? То есть, Ну, я затрудняюсь сказать, сколько. Такой статистики нету. Не, большая... Мы видим целый город очень... город разрушен, да. Да. Кто сделал это вообще? Ну, здесь были бои, я же говорю. Вот можете посмотреть наша стела, вот, пожалуйста, поверните камеру посмотреть. Вот кто это сделал? Кому она мешала?
Эта стела посвящена освободителям, советским освободителям от немецко-фашистского захвата этой территории. Ага. И кто сделал это? Да, вот кто это сделал? Как это можно? Это нужно было здесь присутствовать, смотреть, вести какую-то статистику. Ага, Этого ничего понял. нету. О, хорошо, понял. Можем сказать, на местные люди здесь, сколько процент за Украину, сколько процент за Россию? Не знаю, Твое мнение? не знаю. Ага. Те, кто за Украину, я думаю, сейчас большинство выехали отсюда. Ага. Понимаете? Есть такие люди, да, которым не нравится эта ситуация, они пытаются как-то выезжать в Украину. Мгм. И как вы думаете, что будет дальше? Что будет дальше? Дальше будем как-то жить. Будет части России здесь? Наверное, да. Ага. И это хорошее или плохо? Не знаю, тоже затрудняюсь сказать. So, Пока что мы в таком подвешенном состоянии. Были слухи, что наш город переименуют, сделают какой-то Зареченск. Потом вроде бы эти слухи пропали, сказали, что у Изюма есть своя история, и этот город должен быть городом, именно городом, а не каким-то непонятным населенным пунктом. ага. И много людей здесь. Почему все люди тут вверх? Ну как, это наш город, мы здесь живем. Именно здесь. Здесь одно из мест, где хоть какая-то связь есть, Ага. мобильная. А, Поэтому здесь люди собираются, пытаются как-то дозваниваться родным, близким, друзьям, знакомым, Правильно. сообщить о том, что мы еще живы, сообщить о том, что у нас, ну как мы здесь живем, и узнать, как у других. Мобильной связи практически нет по городу. Это украинский связь или русский связь? Украинская. Украинская. Пока украинская, да. Понял. Хорошо, спасибо большое. Можно сказать, где мы находимся сейчас? Город Изюм. Мгм. Как обстановка? Тяжелая немножко, Да? да. Почему? Честно сказать, Да. чтобы и наши не убили, и русские не прострелили. Но оттуда идет сейчас. От С Украины, Украины. да? С Украины. Реально с Украины. Реально. Да? Это будете показывать потом. Да-да. По всему миру покажем, переведем на языки на разные. То, что скажете, то и донесем. Да. Может, тогда не стоит. Говорите как есть. Как правда надо, как правда. Чем быстрее информация дойдет до всего мира, тем быстрее это закончится, это однозначно. Поэтому потом, что здесь происходит, почти никто не знает. Да. Что произошло здесь? Но изначально было сильно. Русские штормили. Ага. Авиаудары, авианос, да, было сильно. Поштормили город. Это Ага. реально русские. Ага. Сейчас, когда уже все обосновалось, Украина хочет отбить нас. Ну, как отбить? Забрать свой город обратно. Идут сейчас оттуда прилеты. То есть тут не поймешь. Ну, правду скажу, ну, тяжело сейчас. Как правильно вам сказать, я не пойму. Чтобы меня потом Не, ни говори наши, как ни есть. те. Что мы слышал сейчас? Это выстрелы идут в направлении Славянска, я считаю. Потому что на Каменке сейчас поставили артиллерию. 12 пушек выставила Россия. И шмаляют на Славянск. Ага. Можно сказать, местные люди, сколько процент за Россию, сколько процент за Украину? Нет, за всех не могу сказать. Не, твое мнение. Нет. Не, Честно, я за Россию сейчас. да? Да, вот честно. Но, как я Честно. понял, вы опасаетесь сказать о том, что Нет, я не боюсь. Мне все равно. Вот у меня их трое. Мне помогает сейчас Россия. Ага. Нас, да, как было, не было. Вот так и пиши. Матом, не матом был Марченко мэр. Сказали, вывезли всех с Изюма. Город свободен. Хуй. Людей 80% здесь. Здесь, в подвалах сидели.
У нас в подвале, в одном нашем доме в подвале 90 человек. Мы кормили всю семью. Мы собрались, мы кормились вот так вместе. Одну выварку ставили, кормили на всех всю зиму. Ага. Кого он вывез? Никого он не вывез. Кто это? Марченко, мэр города был. Украинский Да. мэр города. Мэр города. И Он он сказал, что сказал- вывез всех. Вы посмотрите, сколько людей. Ну, вы сейчас заехали, вы видите, Ага. сколько здесь людей. Что- Сказали, что всех вывезли. Тут половина города населения осталось здесь. Именно здесь остались. Ага. Но Значит- он сказал, вас не был здесь, да? Что значит не было у нас? Не пойму. У российской армии была информация, что город эвакуирован. Нет, вранье. Вранье. Ну вы проедетесь, посмотрите, тут людей больше населения. Каждый Не, я честный... сказал, это мэр города, он сказал. Да, он сказал, что вывез отсюда население. Ага. Население все здесь. Половина населения здесь. Ага, понял. Все здесь. Честно. Ну вы пройдите, я вас сейчас провезу, вы посмотрите. Ну, тут ужас, реально, людей много. Много людей. В каждом доме, в каждом подвале люди. И на данный момент, а кто мне помогает? Мне помогает, вот, честно не буду врать, русская армия. Благодаря им моего сына увидели в Одессе, в Киеве увидели. Моя жена в Чехии увидела, потому что нам проезжала гуманитарная помощь. Раздавали оладушки, блинчики, клубнички. Моего сына увидела моя жена, которая в Чехии сейчас. С двумя детьми. Понял. И можно сказать, мы вижу, we see that the whole village, city is almost destroyed. What percent of that was done by Russia and what was done by Ukraine? Город практически уничтожен. Какой процент повреждений все-таки нанесла российская армия, какой украинская, по вашей оценке? Ну, скажу правду, Россия больше нанесла. Честно. Авиаудары, когда были, да, тут врать не буду, Россия больше нанесла. Потому что авиаудары, когда были, тут все покрошили все. Украина, да, сейчас да. Вот на днях, вот, у нас есть Выпрыцкий хутор, парня, уже да, наш, я знаю товарища, он лежал, Россия помогла. Он лежал вот так на трассе, пролетел на Выпрыцкий хутор и к нему попал в руку. 2 сантиметра не дошло до почки. Россияне спасли. Он лежал на трассе, Урал едет, он солдата остановил. Солдаты даже не везли в госпиталь. Солдаты военные, говорят, вмазали, укололи, провезли домой, сами достали, сами зашили. Всё. Русский солдат? Русский. Ага, понял. Я не боюсь. Ну все, спасибо большое. Да, Вдвоем или... это семья. Да? Да. Можно сказать, как обстановка здесь? Обстановка, Да. неважная обстановка. Секунду, дочка с Польши звонит. Ага. Вот слепо. Что Алло, я буду алло, говорить, Дося. ребята? Как Я? обстановка? Привет, Дося, привет. Нормально. Да? Привет. И, Да мы нормально. тут Слушай, мы слышим, дело в том, стреляют что тут сегодня. какие-то сегодня какой-то мужик Стреляют, приезжал, а мы откуда Настя знаем, кто сказала, стреляет что мы по уехали нас? в Без Польшу. понятия. Ага. Без Ты понятия. кому с кем-то Ага. переписывалась? Нет? Понял. И можно вопрос, сколько процент людей здесь за Россия и за Украина? Можно сказать, Понятно. Не твое У нас вот мнение. тут пресса Не знаю, снимает, без как раз понятия. с Польши Осталось ребята нас тут тоже, 20 польская тысяч. пресса снимает. Ага. людей. А ну, А всего в Изюме я Ребята. даже не знаю. Ага. первый раз дозвонилась жена до дочки в Польшу. О, А ну на. Все, счастливо. Так что живем, Алло. крепимся. Нормально. Алло. Да. Можно сказать, сколько процент Алло. людей здесь за Россию и за Украину? По вашей Дочка, оценке. привет. Ага. Дочка моя. Ой, трудно сказать. Трудно. Кто-то, может быть, и хочет правду сказать, а Алло. боятся. Понимаете, в чем дело? Вот. Мгм. Не знаю. Это вопрос очень такой Дочка моя. щепетильный, понимаете? Алло. Очень, очень. Не понимаю. Но мы слышим, стреляет сегодня по городу и туда тоже. Как вы думаете, кто стреляет сейчас? Туда, туда? Ну, мы слышали по радио, так сказали, вроде бы как и в Чугуев, в Харьков бьют. С Харькова сюда. Мы ж ничего не знаем. У нас телефоны не работают, пресса не работает. Ну, ничего у нас не работает, понимаете? Мгм. Так что... Понял.
Хотелось бы вам рассказать больше, так мы сами ничего не знаем. Юр, пожалуйста, отойдите, дайте мне Всё, всё. по чуть-чуть. Так что, если вы в Польше, да? Не, я американец. А, вы американец, да? Я просто ну, пресса, Да, да, News да. Today, понятно. Ай, ну что, не знаю, что вам сказать. Плохо пока все. Пока плохо. И что будет дальше? А дальше никто тоже не знает, что будет дальше. Вот ложишься спать и думаешь, а проснешься сегодня или нет, понимаете? Или ты утром встанешь, или ты не встанешь. Постоянно бомбят, бомбят, бомбят и бомбят. А кто бомбит, мы сами не знаем. Вот такие вот у нас неприятные новости. В общем, хорошего мало пока. Ну вот воду дали, вода есть. Света нет, газа нет, ничего нет. Плохо. Пока все Вы, плохо. вы думал, люди, которые за Украину боюсь говорить, или как? Просто многие не знают, за кого сейчас, где, как лучше будет. Или при украинском президенте, или при российском президенте. Никто же не знает, понимаете? О, хорошо, спасибо, Удачи вам. спасибо за правду. Удачи, удачи. Okay, and here we have the actual center of this mountain in the city, the World War II memorial that they were talking about that you see is taking a lot of damage from the shelling. And as you said, you can't really tell where it came from. But the fact is that the city is under intense shelling. We saw many spots that have freshly been hit as we were here. And we've talked to the people. We've tried to find representatives of both sides, showing the pro-Russian side, and also we tried to find showing the pro-Ukrainian side. Now, a theme that we're getting is maybe those who are more pro-Russians are afraid to say it because of Ukraine might coming back. And maybe those who are pro-Ukrainians are afraid to say it because now it's controlled by Russia. We don't know. Well, there's some rockets going off over there, but we can't say for sure. We're just bringing you the facts of every single interview that we were able to get today to you. Now we're going to drive through the city and show you a little bit of the damage of this city. And this is an active war zone, so we're just going to go through and then go to the next story. So please like this video, share it across all social media, and share so the world can see what's going on, because the Western mainstream media won't show this kind of reports. They don't come here. They only show the half of the truth that benefits the Ukraine government and the country of Ukraine. And we just want to show you and give you a chance to understand what's happening on this side of the line as well. So like, subscribe, share, and remember, we're totally independent crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Now we're going to show you some damage around the city. Okay, so we just came across the local hospital, basically like the emergency room, from what we're told. And we're told there might be a few shelling victims that are living in, well, or healing inside the hospital. So we're going to go in and hopefully have a talk with some of them and see what their opinions are, to give a kind of a more in-depth view of the situation, and hopefully talk to a doctor maybe even, and just to give you more of an in-depth view on what the real situation here is in Kharkov, and well, particularly Izum. So here we go. Let's go inside. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Александр. А если не страшно, полностью можете назвать имя? Самойлов Александр Владимирович. Да. Вы житель какого города, населенного пункта? Изюм. Угу. Скажите, пожалуйста, вот мы находимся в больнице. Как вы сюда попали? Что с вами произошло? Ехал на велосипеде
Я в Капитоловке вообще, у меня домик небольшой, а к матери ехал в Изюм, я у нее прописка. И ехал где-то, отъехал где-то метров 500, там улица у меня Байрачная, там зеленая, и вот это начало что-то лететь, я не понял. Я подъехал, ну там где, ну, на велосипеде, мужчина стоял, и говорит, что-то летит, надо или падать, или что. Ну, слышу, вроде бы стрелять начал ближе. Оно как бы идет, или кассеты, или что, ну так. Потом мне сказали, что кассеты. И зацепил, я слышу, я падаю, и мне печет в спину. Упал и ползком к нему во двор, говорит, заползай сюда, потому что еще следом шли кассеты. Мы заползли, и потом это самое, как получается, печет, я слышу, меня в жар бросило сразу, температура, я слышу, что потом льется где-то. Он говорит, а у него ж ранение, сын его говорит, давай быстро мне, там что-то прилепил, там какой-то бинт или что. И повели нас сразу, ну, к военным, чтобы укол сделать. Там метров 600 где-то. Нам укол сделали, и мне легче стало. И вот потом привезли сюда, в больницу. Это скорой помощью. Когда это был? 8 числа Какого месяца? июня. Вот ровно, вот сколько прошло здесь, сейчас 24 получается. 18 дней. А жену убила 3 мая. Она шла с базара, она никогда пешком столько не ходила, с Капитоловки шла. И там у меня мать же живет. До перекрестка не дошла, и тут мины начали лететь. Сначала сзади прилетели. Это окраина Изюма, как на Капитоловку идти. И ей кричат, падай, она растерялась, видно, не поняла. А мина возле нее третья упала. И ноги оторвала и спину полностью разбила. Ну, она кровью истекла, пока я приехал. И уже все, она не живая была. Скажите, пожалуйста, а у вас есть понимание, ну, то есть по какой причине туда стреляют в это место? Ну, скорее всего, у них какие-то корректировки есть или что, или запускать, например, часто летали беспилотники, они фотографируют это все место. Кто они? Ну, украинская армия. И они, получается, сфотографировали эти места. Например, машины прошли, они по этим местам. Если колонна там или что, оно часто проходит там, например. Ну, вы когда ехали на велосипеде, там шла колонна или что? То есть были Я рано ехал по этому месту, так что там не было. А она уже шла как бы в то время, когда примерно в это время они как раз едут. Ну, не вовремя она шла, может быть. Я как-то угадывал в то время. Скажите, когда- пожалуйста, а еще какие-то мирные жители пострадали в ходе, Много. вот когда вы попали В под тот день 3 человека погибло. Да, в том же месте, где и вы? Нет, там километр где-то. В одном селе 3 человека погибло тогда. Мгм. Утром часов где-то 8, а это было без 15:05 вечера. Я думал, что утром отстрелялись и все. Оно, оказывается, еще вечером надо с 4 до 9 тоже не выходить. Я ж не знал, я бы не выходил бы. Скажите, ну это били кассетным боеприпасом, верно? Да, Откуда- эта ракета летела, со стороны Славянска летела кассета. Это, как сказал этот, я тут не местный, я сам из Донецкой области вообще. И купили здесь домик, вот это мы в 12 году, и как бы от войны, как бы вроде бы тогда намечалось, что-то я не понял. Ну вот это ж, он увидел, говорит, летела ракета, потом начал рассеивать. Они по инерции летят, кассеты по инерции, как мне сказали, летят за ракетой следом. А потом болванка где-то падает, и вот это она рассеивает на километр в стороны где-то. А кто сказал вам это? Ну, местные жители, они как бы уже знают, как это происходит. Я просто не знал, что такое кассета. Я знал, что там снаряды какие-то летят, там, например, грады, может, а кассеты я просто не имел понятия. Ну, после этого. И как вы могу сказать, местные люди, что они думали за эту обстановку? Ну, Они местные рады? люди, я не знаю примерно, откуда летит. Я то не знаю, я не местный. Я примерно уже
Не, я примерно говорю, как политика Украина, Россия. Можно сказать, как это? Сколько процент, как твое мнение, за Россию и сколько процент вместо Люди за не хотят Украину? войны вообще, полностью. Они нету процентов тут. Просто не хотят войны и все, никакой. Чтоб не было войны и все. А процент Спасибо большое. не за что. Спасибо. Влетела сверху и выпала, ну, выскочила вдоль лопатки, вылетела здесь, больше отверстия здесь. Ну, синее тут было, сейчас оно прошло, вот это начало сходить, все, вот это все синее у меня тут. Вот здесь вот у меня пошло вот это же, ну, все сюда пошло, это все сошло уже. Есть еще люди здесь, которые ранены? Есть. Большинство. И лекарства дают, все. Что? Мы благодарны российской армии, Почему? потому что она нас лечит. Ага. Всё. Как? Таблетки, морально. А так, у меня все сгорело. Я не беженец, а ну все сгорело. Он напротив автовокзала дом стоит, весь сгорел. И кто стреляет в твой дом? Украина. Первые снаряды попали в мою квартиру. Сгорело все. Как вы знаете, это не Россия сделала это? Да ну, ребята, ну что вы. Все. Пресса. Вот мужчина лежит, 87 лет, наступил на лепесток, порвало. Он попал, мужчина лежит, тоже ранитый. Кассетной миной. Здравствуйте. А может кто-то с нами рассказать свою историю, просто говоря? После чего? Как вы были ранены? Что с вами произошло? Просто вот самую историю. Шел просто, взорвался Сейчас снаряд. подождите, туда. Это я в прессу попаду. Ну конечно. Да не хочу я попадать. Нет. А Ну бесполезно вы вот исказите. за мужчину, который на лепесток наступил. Я не вис... Нет, то, как будет, все будет переведено на разные языки, и в ближайшее время, как вы сказали, так все будет показано. Ну, по российскому телевидению. Не, во всему миру. Патрик американский журналист. Я американец. Ну, шел мусор, вынес назад. Тут кассетные бомбы. Ага. Взорвалось надо мной, попало, разорвало мне от пятки до этого, ну, как его, эхиллесова пята называется. Сухожилие все разорвало мне это. Попал вот осколок в сердце, но не прошел. Вот здесь мягкую ткань пробило. Здесь посекло, не дай бог пережить это. Бросало меня от снаряда, как вроде мотылек по всему этому полугу. Ну, а так все. Когда это был? 16 Июнь? июня, да. Неделю назад, в принципе, да? Да. И можно сказать, откуда или кто стреляет это? Ну откуда? Сверху летело, я не знаю откуда. Ну как? Кассеты, чьи это кассеты? Да, чьи это? Ну вот как можно сказать? Я думаю, что Украина не додумается до этого, чтобы кассетными бомбами стрелять. Как вас зовут? Виктор. Тут, как вы думал, тут контролировать, тут Россия контролировать сейчас, да? Да. И как это зовут? Как можно относиться к человеку, который захватил нашу территорию? Ради чего? Цель какая у них? Вот ради чего мы воюем? Поджигали город. Не дай бог ни одной. Чем людям негде жить? С каким умом можно воевать? За что воевать? Понимаете? Дальше что я скажу? Сейчас. Мина мой в дом мой попала. Вот, действительно.
начали тушить, нету ж этой пожарной ничего. Вот. И оно тлело. Заливали как могли этими ведрами. Вот. А оно ж идет по крыше. В час ночи. Какая машина пожарная. До 6 часов моя квартира сгорела. Дом. Какого числа было? А? Какого числа? Когда Это было? с 7 на 8 число марта месяца. И я вот уже 3-й месяц лежу от всех этих травм и тому подобное. российские, да? Да что же, если российские солдаты сами жалуются, плачут, что мы в такую халошу попали, не дай бог. Скажите, а по-вашему, вот какая причина этой войны? Почему это все так? Маразматизм вашего президента. Извините, пусть не это. Но с каким умом можно думать? Вот, за что можно воевать? Против чего? Надуманность. Его олимпийские постройки, вот, то, что он построил дачки там, вам очи замыливает. И зомбированных Да, матерей. зомбирует. Вы поговорите с своими солдатами. Они ж плачут, не дай бог. Ну, признано, что российская армия сильна, и украинская не сможет в одиночку ей противостоять. То есть нужна помощь зарубежная. Знаете, откровенно сказать, да. Но такая махина, миллионная армия. Вы что в самом деле? Скажите, а вот по поводу Соединенных Штатов, как вы думаете, какая их роль в этом конфликте? Да никакой. Я не вижу виноватости в Соединенных Штатах. Помогают же нам, помогают. Но я не вижу войны от России. Зачем эта война? Вы что, в самом деле? Вы местный? Местный. Ага. И как вы думали, это все обстановка сейчас? Сейчас мы думали, когда начнется это все, мы думали день-два. Войска пройдут и будет все нормально. А когда начали с домов выселять теробороновцы, ну, можешь вернуться, посмотреть на мой дом. За этим рестораном там мой дом стоит. Ага. Он весь сгоревший. Ага. Вот и все. Что мы можем думать? Когда оно восстановится, я не знаю. А вы можете подробнее рассказать, что значит теробороновцы начали выселять? Ну, начали выселять, ну как, не выселять, а, ну, да, по сути дела, выгонять. Чем они аргументировали? Боевые действия. Россия будет наступать через мост, мы будем оборонять. Они же мост тогда взорвали. Мост 1, 2 взорвали. А такая. И как вы думали, за местные люди, да, сколько процент за Россию, сколько процент за Украину? Это надо спрашивать народа. Я за Россию. И большинство моих знакомых за Россию. Ага. Большинство. Ага. Мы, короче, ждали этого очень много лет. Ага. Чтоб, ну, сами понимаете, 2,5 года он обещал, войны не будет. Им надо было выполнять Минские соглашения. Четко и ясно. А они никто не хотел. Байден подталкивал Украину на войну с Россией. Вот и все. Все, спасибо. Виктор. Здравствуйте. Лавра. Можно сказать, что произошло? Ранение Как? осколочное. Как это момент был? Когда, что был? В лесу сидят ВСУ и стреляют по хутору. Ага. Местное население практически уже не осталось. Большая часть домов разрушена. Кто разрушены дома? Дома, там, где я жил, где получил ранение, большая часть разрушена. Кто сделал это? ВСУ. Почему они сделали это? Потому что мозга нет. Почему это все вообще продолжается? Нет мозга. Украина это не наша, это всегда было Новороссия, Малороссия. Ага. Императоры, цари наши все, здесь похоронены князья. Вы местный, да? Святогорск, Славянск, я со Славянска. Святогорске похоронены, Потемкины. Ага. И просто почему здесь, если ты славянск? Пришлось сделать ноги
Ага. А то очень высокая опасность была. Я Олег Телин. And you see what the situation here in Izum, our first look in the Kharkov region. We've done our best to talk to as many people in as many different situations as possible just to get you a full view. Now, it seems a lot of the views are leaning more towards Russia, but we've seen some that are a little bit more in the middle and maybe they don't want to say something, but we can't read their minds. And we saw one man that seems more pro-Ukrainian here. So we're just showing you every single interview that we got today. And some of them didn't want to speak for long, some spoke for a long time. But this is why our reports are so much longer, not just a 2-3 minute report. We show you exactly the information we were able to get out of these people, and just to make you more educated, and so you have a chance to see things from both sides of the contact line, not just the side, the Ukrainian side that the Western media spoon feeds you and it tries to lead you like a sheep. You actually get a choice to see information on both sides. And that's what we're here for. So please like this video, share it across all social media, and comment below what else you want to see and what other questions maybe we should ask. And remember, we're totally independent crowdfunded journalists. Again, you can support our work with the link on the screen or in the description. And also, we're not sure how long we'll be on this platform because a lot of places are getting shut down for one reason or another, so make sure you check out all of our other social media platforms in the description below and join us there. And we're going to show the world together what the truth is, what these people living through this conflict have to say. This is a real war here on both sides, and people are suffering on both sides of the contact line. So don't just rely on the Western mainstream media propaganda. Look on information on both sides of the line and understand and try to understand for yourself.